Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы немного поговорим о клипе Реаниматора под названием Pretty in the Sky. Обсудим предысторию Наеуса, войну в Незере, а также затронем глубинный лор этого королевства. Итак, не будем тянуть, ну и мы начинаем. Но сперва пара нюансов. Обсуждаемый клип рассказывает нам предысторию антагониста Наеуса, который был с нами с 2017 года, то есть уже более 6 лет. Наконец Рейн понял, что введение новых персонажей в сериал — это не лучшая идея, когда даже история уже добавленных персонажей еще не раскрыта. В связи с чем и начал создавать такие вот филлеры, которые и лор глубже раскрывают, и самих протагонистов. Правда, для этого приходится слегка переписывать уже имеющиеся каноны, но да и фиг с ними. О чем это я? Ну, объясню в процессе разбора. А события клипа происходят примерно за 470 лет до основного сериала. В Незере творится неразбериха. Фракции по каким-то причинам воюют друг с другом, то ли из-за ресурсов, то ли из-за территорий, а может и из-за расовых отличий. Не суть. И в какой-то момент в истории Незера появился герой, который увидел, что общество разлагается, и решил: надо всех объединить, иначе измерение потонет в собственной крови. Его имя Тускар, и он пигман. Исходя из дополнительных материалов, Тускар был своего рода революционером и обрел последователей благодаря своей харизме и лидерским качествам. Самыми доверенными его слугами были Мамон, четырехрукий полугаз полунезеркин, и его брат. У Наеуса Был брат по оружию. По оружию. Он пишет брат по оружию. И его брат по оружию Наеус, просто Незеркин. Они были его элитными воинами, так называемыми чемпионами, и командовали войсками. И если про Наеуса в его человеческом воплощении мне сказать почти нечего, то вот Мамон — это довольно-таки интересная находка. Как минимум потому, что он имеет несколько рук и довольно-таки забавный акцент. Mammon crushed puny blue skeleton. И я уж не знаю, все ли Гаскины так говорят, или это он такой особенный, но да не суть. Вернемся к Тускару. Помимо крутых бойцов, у Тускара была еще и семья, а вернее родной сын. Его зовут Дума. А от слова дамп, тупой. Он очень молод, несмотря на присутствие зеленых фрагментов на его теле. Интересный факт о пигманах. Зеленые полосы на их телах играют роль показателя их возраста. Чем старше пигман, тем больше на нем зелени, так как его тело подвергается гниению. Но если вы умудритесь свалиться лицом прямо в лаву, как это сделал Дума в своем детстве, то ваше лицо тоже позеленеет, несмотря на ваш юный возраст. Так вот, сперва Тускар и его чемпионы объединили племена пигманов и визеров, поскольку большинство и так пошло за ним, а затем начал расширять масштабы завоевания и подчинил себе блейзов, пиглинов и тому подобное, тем самым создав Орду Незера и основав единое Незерское королевство. А если вы давний фанат сериала, то вы прекрасно знаете, что по изначальной задумке эту роль должен был выполнять Глутон, но его решили выпилить в связи с тем, что авторы пересмотрели границы возраста пигманов. Теперь же они живут чуть дольше, чем обычные люди, а не по несколько веков, как это было раньше. Но в процессе завоевания не все и всегда шло так гладко, как Тускару бы хотелось. К примеру, фракция из Багрового леса, которую возглавлял Лорд Зорн, приняла Тускара с распростертыми объятиями. Но было и много других независимых фракций, которые постепенно начали выступать против насильственного вхождения в Королевскую Орду. И таких представителей нарекали предателями и изменниками. Уж не знаю, в чем конкретно здесь заключается акт предательства, так как по ситуации именно Тускар и его люди решают вторгнуться в чужой дом и навязать его жителям свои правила. Но допустим. И к моменту событий клипа единственными, кого воины короны не смогли поставить на колени, являлась фракция служителей Песков Душ, возглавляемая лордом Нуриэлем, которая располагалась в долине Песков Душ. Если говорить кратко о лидере данной фракции Нуриэле, то хоть он и физически слабоват в сравнении с стандартными воинами, он компенсирует свои слабости за счет большого опыта в магии. Он весьма мощный пиромант, управляет как обычным огнем, но также и способен контролировать черное пламя за счет связи с магией визеров. Собственно, из-за этого он умеет и летать, и создавать взрывные визерские черепа. В общем, летающая машина смерти. Это машина смерти! Летающая машина смерти! Точно неизвестно, как и когда он получил титул лорда и стал управлять служителями Песков Душ, но независимо от этого, данная фракция всю историю Незера была независимой и, судя по дополнительным материалам, стремилась расширять свои владения. Но вот тут есть нюанс. Судя по словам лидера этой фракции, завоевание — это варварский прием, которым активно пользуется Орда Незера. We will not submit to the barbaric ways of the crown. Исходя из этого, либо Нуриэль очень сильно лицемерит, либо он стремился расширять свои владения не путем завоевания, а, например, дипломатией. Учитывая слова Баттера касательно того, что эта фракция все время существования только оборонялась, в этом есть смысл. Then why didn't they try to seek revenge after several hundred years? They only fight defensively.
Да и если говорить в целом, мне претит интерпретация Тускара как героя-объединителя. Почему? Сейчас поясню. Вот вы знаете, кто такой Танос из киновселенной Марвел, да? Ладно. Я сделаю это сам. И вот мне кажется, что Тускар — это местный Танос. Из-за проблем на своей родине он посчитал себя избранным, тем, кто должен восстановить порядок в собственном мире. Из-за чего и начал свое завоевание, напрочь забыв спросить у мира, а хочет ли он этого. И в случае с тем, что показано в клипе, это можно назвать идеальным примером. Суть в том, что ни Нуриэль, ни его народ не просили у короны помощи. В их фракции и так царили спокойствие и порядок, во всяком случае до прихода Тускара. Однако наш свин думал иначе и, посчитав, что умнее всех, решил нарушить покой служителей душ. С учетом всего вышесказанного, я вообще никак не могу назвать Нуриэля и его фракцию злодеями данной истории. Party in the Sky вообще умудряется частично отзеркалить события нынешнего сериала, а если точнее, гражданскую войну в Пиглинском королевстве. Там точно такое же распределение сторон. На стороне короны выступает Наеус и другие имперцы, пытающиеся кого-то захватить, а независимая фракция пытается отбиваться. Черт, прошло более 400 лет, а взгляды Наеуса вообще не меняются. Но вернемся к повествованию. В общем, Тускар, его сын, армия и его чемпионы вторгаются в долину Песков Душ, продвигаясь в направлении войск Нуриэля. Однако их конвой попадает в засаду служителей Песков Душ, в которую последние притащили с собой визора, и начинается месиловка. И тут хочется отметить, что не все визоры подчиняются служителям душ. Некоторые были даже на стороне Тускара. Во всяком случае, если судить по их останкам, плавающим неподалеку от бастиона Нуриэля. Там же можно заметить и какого-то неизвестного гиганта. Впрочем, неважно. Понятное дело, что в вышеописанный бой выигрывают воины короны. Однако в пылу битвы визор наносит Тускару ранение. Само ранение не было смертельным, но эффект, который оно вызвало, является для раненого фатальным. Он называется проклятием иссушающегося сердца. И, исходя из названия, постепенно иссушает раненого изнутри. Такое было и с Рейном после того, как Абигейл проткнула его рубиновым шипом. I will use what's left of my fleeting time to prepare you to rule after I wither away. Тускар также был заражен этим проклятием. И вот, осознав, что он уже труп, Тускар начал обсуждать с советниками свои дальнейшие планы. В клипе его озвучивает Кугар Макдауэлл. Наеус же, озвученный все тем же Ти-Джи Лордом, советует Тускару временно отступить и накопить силы для ответного удара. Однако Тускара не устраивает такая идея, так как он считает, что нельзя позволять врагу сделать то же самое и дать оттеснить своих воинов из долины. Тускар не глуп и осознает, что жить ему осталось недолго, так как проклятие уже начало свое действие. Поэтому посылает свою армию во главе со своими чемпионами Мамоном и Наеусом на осаду верфи Песков Душ. Верфи, если что, это заводы по изготовлению кораблей, которые, судя по всему, находятся в биоме базальтовых дельт. Исходя из его задумки, захватив эту локацию, войска легко переправятся через лавовое озеро на другой берег, где и располагается последний бастион служителей Песков Душ. А там уже можно будет их всех перебить. Сам же Тускар планирует вернуться с сыном в свой замок и провести отведенное ему время, воспитывая и обучая его управлению государством. Конечно, по итогу это ему не вполне удастся, но об этом чуть позже. Дума же был против отсиживания за стенами замка и стремился принять участие в финальном сражении, поскольку боялся, что когда он сядет на трон после смерти легендарного отца, из-за этого его самого никто не будет воспринимать всерьез. Однако все же был вынужден подчиниться приказу отца. Наеус тоже немного повозмущался, но в итоге смирился с волей своего короля и завел воодушевляющую речь перед воинами, которых ему доверил Тускар. И начался экшен. Сперва войска Наеуса и Мамона пересекли долину душ и прибыли к верфям, где столкнулись с воинами служителей душ и прикрывающим их визором. И пока Мамон с Блейзами разбирался с врагом в воздухе, поскольку умел летать, будучи Гасткином, Наеус переводил пехоту по длинному мосту, ведя их в самую гущу сражения. При помощи приемов пиромантии он разбил вражеский авангард и даже вынудил некоторых бежать, а его пигманы и визор-скелеты добили оставшихся противников, стоящих в арьергарде. Мамон же добил своего врага, Визора, у которого, судя по всему, не было звезды Незера, и присоединился к пехоте. После сражения все дружно сели в захваченные корабли и поплыли в направлении бастиона Нуриэля. И я уж не знаю, как они так быстро научились управляться с такой техникой, ведь у них самих не было собственных кораблей. Но, видимо, в эти парусники было встроено интуитивное управление в угоду сюжета. Переплыв лавовое озеро,
Примечание. В Незере лавовыми озерами называются любые территории, покрытые лавой. Будь это океаны лавы, лавовые моря, пруды и прочие лавохранилища. Это не какое-то конкретное место. Так вот, переплыв данное озеро, войска короны высадились на берег долины душ и побрели к своей цели пешком. И, похоже, они либо пытались продвигаться максимально скрытно для проведения внезапной атаки, либо данное лавовое озеро не было соединено с теми потоками лавы, которые были возле крепости Нуриэля. Других причин, почему они не подплыли прямиком к бастиону, я не вижу. Но их план был явно не идеальным, потому что их вторжение в верфи не осталось незамеченным. В столицу служителей душ прибыл их собственный разведчик по имени Рейв. Его озвучивает некий Аномейкер, он же создатель персонажа Салемнуса. Если что, Салемнус — это тот чувак, стоящий справа от Нуриэля, а слева от него стоит какой-то статист. Вроде его зовут Эдвин, но его салют в следующем же появлении. Так что забейте на него. В общем, пробежав мимо местных охранников, Эрика и Эвана, они еще всплывут в событиях основного сериала. Рейв доложил Нуриэлю о случившемся и о том, что их план с засадой на короля Тускара не сработал, и теперь воины короны плывут в столицу по их душе. Нуриэль выслушал доклад и спокойным тоном заверил, что фракция не преклонит колено перед варварскими методами короны. Его озвучивал некий четкий доми. И, видимо, обсудив дальнейшие планы обороны столицы, воины Нуриэля подготовили ловушку для завоевателей. Тем временем, войска Наеуса и Мамона прибывают к столице служителей душ и попадают в западню. Со всех сторон на них выпрыгивают скелеты душ, прямиком из местных песков, во главе с чемпионом служителей душ Салемнусом, которые окружили королевскую пехоту. И началась резня. Пигманы и обычные визер-скелеты сражаются со скелетами душ, Блейзы их прикрывают, Рейв выводит второй ударный отряд из замка, дабы оказать помощь своим сослуживцам. Наеус сражается с Салемнусом на земле, в то время как лорд Нуриэль бросает вызов Мамону в небе. И пока Наеус ловко отражал атаки Салемнуса, уклоняясь от его копья, Мамон в попытке проделать то же самое пропускает максимально возможное количество взрывных черепов Нуриэля и лишается пары рук. Но он не сдается, продолжает атаковать лорда долины и вновь получает удар, но только уже от огненного луча, чья мощь была усилена магией обычной звезды Незера, которую в процессе битвы призвал Нуриэль. Мамон лишается последних рук и камнем падает вниз. А Нуриэль спускается вслед за ним. Наеус же, который уже успел разобраться с Салемнусом путем обезглавливания и даже убить Эдвина, был шокирован тем, что его друг пал, и в порыве гнева тоже атаковал Нуриэля. Нуриэль успешно уклоняется, проводит контратаку огнем, но все же пропускает удар, поскольку потерял свою маневренность, спустившись с небес на землю, и падает замертво. Наеус бежит к своему умирающему другу, но, прибыв на место, оказывается не в силах чем-то ему помочь. Мамон умирает, передавая свою звезду Наеусу, а тот в свою очередь ее поглощает. И, судя по концовке, почти все воины короны были разбиты служителями душ, а Рейв возглавил наступление, дабы добить остатки вражеских воинов. Но, судя по решимости Наеуса, он перебил всех этих чуваков просто за кадром. В конце концов, мы знаем, что служители душ все же были присоединены к Орде Незера, а значит, поход чемпионов Тускара завершился успехом. Нуриэль побежден, а судьба его звезды Незера остается неизвестной. Но не думаю, что ее забрал Наеус, скорее кто-то из выживших служителей душ прихватил ее. Вероятно, даже персонаж Дестер. В конце концов, именно он возвратит Салемнуса, используя останки Вардена. Возможно, для этого он и применит ее мощь. Ну или просто заберет ее себе для личного пользования. Что касается судьбы Рейв, то никто не знает точно, что с ним случилось. Может, он погиб в сражении с Наеусом, может, признал поражение и преклонил колено, а может, вообще сбежал. Не думаю, что это имеет глобальный смысл. Также очень вероятно, что именно в этой битве Наеус и получил проклятие иссушения, отчего в будущем и станет визер-скелетом. Но это лишь мои догадки. И сразу сделаю небольшую ремарку касательно погибших пользователей звезд Незера. Как вы помните, в клипе Via the Danger XL по Незеру прошлась магическая волна, из-за которой многие пользователи звезд возродились. Но важно понимать, что многие не означает прям всех. Тут есть ряд условностей, которые должны быть соблюдены. Например, если вы пользовались силой звезды Незера, но никогда не поглощали эту звезду, вы не воскреснете от этой взрывной волны. Если же вы поглощали звезду Незера, но до своей смерти успели добровольно отдать ее кому-то другому, вы также не воскреснете. Вы воскреснете только в том случае, если звезда на момент вашей смерти была все еще внутри вас. Или если умерли во время ее изъятия, как в случае с Каей. На другие случаи в данный момент воскрешение энергетической волны не распространяется. Так что мы можем не ждать появления Мамона и Нуриэля в событиях основного сериала, так как они мертвы. Точнее, не так. Как и с любым персонажем,
Впрочем, при желании автор может их вернуть. Но пока что это не входит в его планы. Но вернемся к повествованию. И в целом, дальнейшую эту историю мы понимаем. Но я постараюсь углубиться именно в нее. Это информация из официальных источников, но она числится каноном лишь на бумаге. Ее могут 100 раз переписать, поэтому расскажу краткую версию. Наеус и его воины вернулись в столицу и доложили об успехах Тускару. Тускар же, в свою очередь, похвалил своего чемпиона. Молодец. И продолжил заниматься обучением своего сына Думы государственному делу. Однако довольно быстро помер от иссушения. Вскоре принц Дума принял бразды правления и начал руководить единым Незерским королевством. Но поскольку он был слишком юн и неопытен, он совершал различные политические ошибки. Его зовут Дума. А от слова дамп, тупой. Ну, например, полностью забил на существование фракции служителей душ, отчего местные жители начали бунтовать и пытаться вновь получить свою независимость. Также от Орды пожелали отколоться королевство Пиглинов и Блейзов. В общем, эти ошибки все чаще начали подмечать визер-скелеты. Однако Дума игнорировал их предложения и советы. Наеус тоже пытался как-то помочь, однако, когда он это делал, народ лишь начинал перешептываться между собой, говоря, что Дума бесполезен, является плохим королем, и что именно Наеус должен был стать преемником Тускара. А Думу подобные разговоры бесили. И его можно понять, учитывая, что у него отец помер от осушения, и поэтому он и не хочет иметь дело с визерами. Вы все говно! Да и сам Тускар не всегда слушал наставления Наеуса, что в итоге помогало достигать благоприятного исхода. I advise we retreat for now. No! В общем, все пришло к тому, что Дума обозлился на расу визеров. Причем не на всех, а конкретно на тех, кто говорил про него множество всяких гадостей. Пускай и правдивых. С теми, кто поддерживал его или не высказывался негативно, у него были довольно хорошие отношения, если судить по ответам авторов сериала. Но его отношение сказалось и на обществе, так как из-за личной неприязни Думы к визерам, народы скелетов и свиней тоже начали потихоньку конфликтовать друг с другом. В попытке оправдать ожидания народа, Дума решает поступить по заветам отца, собрать достаточно сильное войско и вторгнуться в независимые регионы. А по наставлениям Наеуса, Дума вторгается в Оверворлд и проводит несколько сражений там. Однако терпит сокрушительное поражение от империи Илладжеров и возвращается домой ни с чем, лишь усугубив свое плачевное положение. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! И вот притесненным визерам надоели промахи Думы, а также тот факт, что с ними не хотят считаться, и те решили его убить. Зачинщиком этого был Зорн, визер-скелет, который был родом из Багрового леса. Он был свидетелем того, как Тускар объединил фракции Незера и поддерживал его взгляды завоевателя. Зорну не нравился тот упадок, в который пришло единое Незерское королевство вследствие правления Думы, так как от единства в нем почти ничего не осталось, и стал инициатором его гибели. А помогал ему в этом деле Наеус. В итоге Зорн организовал покушение на Думу по наводке Наеуса и убил короля, нарекая его прозвищем недостойный, и занял после этого трон. Все логично, самолично пришел и убил. Отречение от престола, временное правительство там какое-то, это все неважно. Зорн, к слову, был неплохим пиромантом, можно сказать, даже первым магом среди незерских королей. По времени он был королем чуть дольше Думы, и за свое правление немного переустроил систему управления королевством, дав визерам больше власти и привилегий, которых они были лишены при правлении Думы. Зорн даже основал орден визерских рыцарей, а также решил продолжить дело предшественника по завоеванию Оверворлда, по советам того же Наеуса. Однако Зорн тоже потерпел поражение, но теперь от фракции бесплодных рубежей, что называлось Османской империей, в честь ее основателя Ра Османа, чье могущество на тот момент было на пике возможностей. В конце концов, в бою с воинами пустыни Зорн был убит, так и не сумев добиться чего-то значимого. Его место на троне занял Бельфагор Кристофер, дальний родственник Беллы, Ванессы и Абигейл. Еще при правлении Зорна, когда конфликт скелетов и свиней разгорелся с новой силой, он выступал в роли миротворца между их распрями. Он не вмешивался в бойню лично, но сумел завоевать уважение обоих сторон, поскольку не имел отношения ни к одной из враждующих рас. Из-за его пацифизма многие жители Незера даже просили Бельфагора занять место Зорна, пока тот был еще жив и вел свое завоевание в Оверворлд.
Оверворлде. Однако Бельфагор отказывался так поступать. Но когда Зорн погиб в битве с османцами, Бельфагор стал единственным претендентом на трон, так как большинство жителей хотело видеть в роли правителя именно его. Приняв бразды правления, Бельфагор огласил эпоху мира в Незере, позволив королевству процветать в таких областях, как культура и искусство. Он поощрял торговлю между фракциями, предоставил бунтующим королевствам полную независимость и заботился обо всех расах, относясь ко всем одинаково. Скорее всего, именно при его правлении Салемнус был возрожден, стал правителем служителей Песков Душ и начал странствовать со своим напарником и добрым другом Глумом. Также Бельфагор уделял много времени своим близким, которые вскоре даже вошли в состав дворян Незера. Собственно, о последователях его клана и рассказывал Кейн в видео о неопалимом восстании. С приходом же Бельфагора к власти, Наеус так и продолжил занимать место королевского советника. Ему не особо нравились пацифистские методы нового короля, и Наеус часто пытался убедить его вернуть жесткие методы управления, которые проповедовал Тускар, и даже советовал начать завоевание Оверворлда. Однако был неоднократно проигнорирован. Бельфагор понимал, что тем самым наживает себе врага, но не спешил лишать Наеуса титулов. В конце концов, он все еще являлся исторической личностью и влиятельным героем старых побед. Мирное правление Бельфагора длилось около 100 лет, но рано или поздно всему наступает конец. Некоторые староверы по типу Наеуса не смогли смириться с мирной политикой Бельфагора и начали постепенно строить против него козни. Одной из таких стала Варация, девушка Пигман. Она не была сильна в бою, хоть и обладала неплохой физической силой, но вот в политике, манипуляциях и интригах ничуть не уступала тому же Кейну. Как сказал кто-то из авторов, Варация слишком гениальна для своего вида. Она хотела вернуть Незеру варварский образ жизни, но при этом не одобряла кровопролитные идеи Наеуса и чересчур мирные решения Бельфагора. И вместо того, чтобы напрямую вступать с ними в конфликт, она связывалась с его недоброжелателями и методами переговоров умудрялась заключать с ними союзы и переманивать их на свою сторону. Ведь зачем заставлять соседние королевства подчиняться ей силой, если всегда можно договориться с ними? За это она и получила прозвище «Королевская отрада». Будучи дипломатом, она смогла заручиться поддержкой независимых незерских фракций по типу Пиглинского королевства. И собрав достаточно последователей путем переговоров и демонстрации своего влияния, Варация открыто высказалась против правления Бельфагора. Бельфагор же пытался образумить протестующих и решить все в свою пользу, без применения силы. Но к этому моменту все его союзники были либо мертвы, либо заключены в тюрьму, либо подкуплены Варацией. И в конечном итоге никто не выступил против ее восхождения на трон. Варация вынудила Бельфагора покинуть престол, не прилагая особых усилий и без кровопролития. Однако, хоть она и получила всю власть, но поскольку Бельфагор был все еще жив, он представлял угрозу ее правлению. Поэтому вскоре после ее коронации первая королева Незера организовала его убийство, которое совершили его же собственные придворные. Варация правила долго, прямо до своей биологической смерти. А во времена правления даже завела семью, тем самым основав свою пигманскую династию. И родила сына, принца Глутона, которого воспитала и обучила тому, что знала сама. Из интересного, при ее правлении был создан Орден Незерских Ассасинов, члены которого охотились на Рейна и Стеллу в событиях Вишенгдет. А после смерти Варации престол Незера унаследовал Глутон. Ему была по душе идеология Тускара, поэтому он поддавался рекомендациям Наеуса и неоднократно проводил вторжение в Оверворлд с целью его завоевания, в результате которых Орда достигла пика своего могущества. Однако, как правитель, он был сомнительный. С момента гибели Бельфагора между свиньями и скелетами вновь разгорелась вражда. И хоть Глутон сдерживал их распри как только мог, из-за плохой организованности Орда начала распадаться, вследствие чего на момент первого сезона Fractures каких-то конкретных завоеванных мест в Оверворлде у Глутона не осталось. Также у Глутона не было семьи, в связи с чем он был вынужден устраивать смертельные бои на арене, чтобы решить, кто унаследует его трон. Ну а дальше вы знаете. Появилась Ванесса из рода Кристофер, она и Абигейл за собой потянула после случившегося инцидента в Грейфхолде. Глутон увидел в юной девочке потенциал, потом Абигейл внезапно пропала из его поля зрения, но была найдена Наеусом и так далее. В целом, это вся история основания Орды Незера. Что ж, теперь подведем итоги. Имеет ли этот клип вообще какое-то значение для основного сериала? Ну, когда он только вышел, я считал его не особо полезным, так как он не имел вообще никакого отношения к основному сериалу, кроме как того, что в нем был показан Наеус. Но с выходом нового эпизода по Fractures Unbirth Rebellion я поменял свое мнение. Служители Песков Душ стали важной частью основного сюжета, а введенные здесь персонажи вернулись в новых воплощениях. Плюс к этому он раскрывает лор Незера, который
был нам известен меньше всего, так что он все же важен. С точки же зрения технического момента, клип тоже весьма неплох. Во всяком случае, уж гораздо лучше, чем видео Unbird Rebellion, которое явно делалось в спешке. Локации в клипе выглядят круто, а поскольку я люблю биом Пескадуш, от меня отдельный респект за его демонстрацию. Что касается подобранной песни, то она великолепна. Она буквально посвящена ностальгии по былым дням, что весьма неплохо ложится под контекст клипа, который посвящен прошлому одного из ведущих персонажей основного сериала. Это буквально старые добрые времена Наеуса, когда у него и верный друг был, и все всегда получалось. Более того, эта песня особенно важна для меня, так как именно с нее я начал свой путь привлечения студии к созданию каверов для улучшения адаптации данного сериала. Ну а на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр данного видео, всем удачи, всем пока. У микрофона был Алекс Кларк, до новых встреч. Лайки, комментарии, подписки приветствуются. И если хотите поддержать проект, переходите на Boosty, там открытые сборы на различные кавера. До новых встреч и увидимся когда-нибудь завтра. Пока! Жажды убивать.